Обратите внимание сюда, очень интересная ситуация. Мы видим, как рынок протестировал максимум вчерашнего дня, точнее предыдущего дня, это был на прошлой неделе. Видим тест раз, тест 2, тест 3. Вот это идеальный способ торговать от уровней. То есть, если вы хотите прибыльно торговать от уровней, вы хотите увидеть 3 уровня, то есть 3 касания, которые произошли в течение, в идеале, 30-60 минут. То есть первое касание, третье касание, между ними Т. Время 60 минут, 30 минут. Чем меньше, тем лучше, чем больше, тем хуже. Это очень важно, чтобы вы понимали. А мы ждем, да, индекс Великобритании. Также мы смотрим вниз на наш смарт-осциллятор. Все мои трейдеры знают, что если смарт-осциллятор упал к 80 и ниже, это хорошая ситуация, чтобы искать сделки на бай. Но что здесь более важно, даже не то, что смарт-осциллятор упал ниже, скажем, 79, да, вот сюда, к 80, а важно то, что это произошло впервые, посмотрите налево, за очень долгое время. Видите, здесь мы упали, это 5-минутный график. И когда мы последний раз были? 14 декабря нет. Давайте посмотрим. Последний раз мы так глубоко падали, это 13, ну вот еще мы видим 14 декабря. После этого ни разу. То есть это первое такое резкое падение индекса Великобритании. И обычно, я уже трейдерам рассказывал и вам расскажу, если такое происходит, вы примерно в 80% случаев будете делать деньги. Если смарт-осциллятор упал ниже, впервые, как минимум за 2-3 дня, а здесь мы видим впервые за 8 торговых дней. Угу. То есть впервые, скажем, за неделю смарт-осциллятор упал в отрицательную зону вот сюда. И, как правило, это очень вероятная прибыль. То есть я предполагаю, что мы придем сюда, может быть, даже и выше. Давайте смотреть дальше. Я немножко опоздал, как вы видите, я вошел здесь, хотя должен был здесь пунктов 70, но ничего страшного, это не проблема. Да, все-таки я параллельно для вас еще веду тренинг, и такие погрешности могут быть. Еще что здесь важно, что здесь две ситуации было. Вот это первая ситуация разворота, а вторая ситуация трендовая. Видите, как точки близко к цене. Видите? Видите, смарт-осциллятор у нуля. Вот это первая и номер один ситуация. Номер один, когда по моей системе трейдеры входят на sell, да, и в то же самое на buy, когда ситуация, ну скажем, вот такого плана. Да. Точки уже белые близко, смарт-осциллятор у нуля. То есть вот эти значения смарт-осциллятора, когда он близок к нулю и когда точки близко к цене, это ситуация, когда рынок максимально близок к ценности, и оттуда приходят взрывные движения. Вот оно взрывное движение. Посмотрите, как мы потом удалились от ценности. Видите, да? И вот это еще одно подтверждение в копилку нашей сделки, да, сделки на buy. И мы предполагаем, что цена попробует вырасти, возможно, даже с коррекцией, потому что мы здесь видим слабое дно, и коррекция после слабого дна тоже довольно часто происходит. То есть, смотрите, вот у нас слабое дно. Это buy pattern, да, покупка. Вы знаете, что это мой самый старый паттерн, который я обнаружил на графике. Один из самых старых. Слабое дно. Вот здесь он вообще в идеальной своей, скажем так, форме. И покупка должна быть здесь, вот, в этой области. Я чуть-чуть, видите, разминулся, но это не страшно. Теперь смотрите, что происходит. После того, как это слабое дно пробивают, мы ждем коррекцию, чтобы добавить, либо просто ждем возможности нарастить уже по ходу тренда, да, по ходу движения. Потому что тренда как такового нет. Это всего лишь движение, которое мы наблюдаем. Но мы видим, впервые обновили предыдущий максимум. Да, есть слева небольшая полка. То есть уровни имеют значение только те, которые прям рядом. Вот этот уровень, этот, максимум, минимум предыдущего дня, текущий, вот они. Прям то, что вы видите. Вот они имеют намного больший вес, чем те уровни, которые вы можете увидеть, например, на часовике, которые там, вот где-то вот слева далеко, не работают намного слабее, потому что
Минутный график – это график сейчас, здесь. Поэтому работают уровни, которые здесь и сейчас. Ну и, соответственно, мы ждем, что будет дальше с нами, да? Что будет с этой сделкой, с этим ордером. Хороший потенциал, хорошая волатильность. Вообще торговать индексы – одно удовольствие. Европейские, американские, да и российские тоже. Да, если вы фьючи торгуете, РТС, например. Индекс Мосбиржи нормально гуляет иногда. Хотя я больше предпочитаю акции. Вот, например, сегодня, давайте пока мы ждем индекс Великобритании, мы торговали Роснефть. Там был идеальный бай, я писал в Телеграм. И вот, кстати, сейчас снова ситуация располагает, чтобы покупать Роснефть, но время уже многовато, 11:28 по Москве. И вот сегодня сигналы 10:01 были, если он у меня еще здесь сохранился, да. Видите, в 10:01 Роснефть. Это стратегия скальпер. Можете на сайте посмотреть подробное описание. Вот смотрите, видите, да, большая бычья свеча. Потом мы пришли на серединку этой большой бычьей. И вот здесь мы понимаем, что если эту серединку держат, то есть середину вот этой большой бычьей свечи, то мы понимаем, что быки здесь есть. Да, это очень распространенный, потому что паттерн поведения. И вот это место, где мы можем откупать, первое место. Второе место – это уже выше максимум предыдущего дня. Вот максимум ПД предыдущего дня, вот он здесь тянется слева. И вот здесь мы видим снова, да, довольно сильный бар после небольшой консолидации. И вот оно взрывное движение. Потом опять пошла консолидация, но уже более крупная. Нас интересуют вот такие мелкие. То есть катализатором всего этого движения является вот этот сигнал, исходный на открытие рынка. То есть робот-скальпер, он на открытии рынка мониторит определенные комбинации, определенное взаимодействие тренда и паттернов и показывает их в таблице, если условия совпали. И мы уже дальше работаем, либо, например, сразу здесь покупаем, либо ждем коррекции, подтверждений, тогда входим в сделку. И вот сейчас мы видим, что очень хорошая история по Роснефти, что рынок взлетит до 600, например, хотя сейчас предновогодние, да, дни, мало ли какая может быть ликвидность, и рынки могут быть более хрупкие, но тем не менее здесь все очень красиво. Посмотрите вниз, насколько силен смарт-осциллятор. И вообще вот это хорошая история, если вы со мной работаете давно достаточно, да и недавно тоже, когда смарт-осциллятор вот так горками поднимается, видите, вместе с ценой, это тоже очень важно, поднимается и потом потихонечку так откатывает. И вот это первый откат, вот эта зона откатов, она идеально подходит, чтобы здесь покупать. Зона откатов. Видите, как он медленно поднимался? То есть не так резко, а медленно. Это свидетельство силы быков, причем каждый раз цена идет выше, осциллятор идет выше. И это говорит о силе быков. Плюс мы видим маленькие коррекции, но это уже как дополнение, это не так критично. То есть вот это buy zone начинает от текущих, чуть ниже, чуть выше. То же самое на графике, вот это buy zone. Поэтому я не удивлюсь, если в течение получаса взлетит Роснефть наверх. Ну, не взлетит, я имею в виду, вырастет до ближайшей зоны 595, и там, может быть, до 600 уже. Вот туда, где красный уровень наверху. При том, что здесь, посмотрите, интересно, как цена близко к ценности. Да, мы постоянно об этом говорим. Здесь далеко, близко, близко, близко. Вот сейчас очень близко к ценности. Плюс рынок после паузы, то есть он немножко отдохнул после вот этого резкого движения. Потому что когда идет резкое движение, рынку нужно отдохнуть. Если ты здесь пытаешься купить, это уже поздно. Надо покупать здесь. Вот место buy, место buy, место buy. Потому что после импульса он отдохнет. Она может быть разная коррекция. Иногда импульс, она вот такая. Да, импульс, она резкая. Иногда импульс, она долгая. Неважно, рынку нужно отдохнуть, и это может выглядеть по-разному. Когда резкая коррекция, мы стараемся быстро подобрать. Когда микропауза, мы стараемся прыгнуть в момент. Но вот это чуть сложнее торговать, потому что она может так затянуться, и все. Это говорит о том, что просто на рынке особого внимания стран трейдеров нет, но при этом общая картина хорошая. Так что Роснефть спокойно может лететь вверх-вниз. Да, лучше вверх, если в покупке. А мы ждем тем временем наш индекс Великобритании, который идеально отрабатывает слабое дно. Да, вот это тоже возьмите и вот так заскриньте. Это прям по книжке моей. По книжке.
По книжке в плане по методичке. Да, смотрите, раз, два, три. 3 касания запишите. Раз, два, три. Между каждым касанием должен быть вольер, пространство. Видите, здесь пространство. Видите, здесь пространство. Время между этими событиями должно быть, в идеале, чем меньше, тем лучше. Ну, скажем, 30 минут, 60 минут. Здесь порядка, наверное, 30 минут и получается. Давайте посмотрим. Да, даже меньше. То есть, чем меньше, тем лучше. И вот мы видим, подходит цена к нашему уровню фиксации прибыли. Мы скоро снимем профит. Колоссальная скорость, с которой двигается рынок. И вот сейчас мы видим, что такое первый прорыв диапазон. Ну вот смотрите, мы взяли прибыль по индексу Великобритании, основываясь на вот этом сигнале, углублении смарт-осциллятора, то, что цена далеко от ценности, и то, что смарт-осциллятор впервые ушел ниже за последние 8 дней, да, неделю. То есть вот таким образом хорошие сделки, они, знаете как, они сами притягивают к себе все условия. В том смысле, что когда ты видишь хорошую ситуацию, ну скажем, вот здесь ты увидел 3 касания, и в моменте ты видишь это, далеко от ценности, все само собой, скажем так, приплетается к хорошим сделкам. Потому что если сделка плохая, ты сразу ничего не видишь, ты начинаешь копаться, рисовать там, смотреть на разные таймфреймы, что-то еще придумать. То есть все начинается какая-то возня, суета. А когда сделка очевидна, никакой суеты нет, ты просто смотришь, так, это, то, и все оно прям в одну картинку складывается, стекается, да, в одну зону, и это все видно даже на одном скрине. То есть если я сделаю скрин сейчас, мы увидим вот эту всю картину одним махом. Наблюдаем за индексом Великобритании. Обратите внимание, что сейчас произошло. Цена удалилась от точек белых. Видите? Смарт-осциллятор плюс 100. То есть противоположная ситуация. Здесь удалились от черных. Смарт-осциллятор падает глубоко. Buy. Удалились от белых. Вот здесь видите дистанция. Смарт-осциллятор уже плюс 100. Значит, будет коррекция. Потому что когда рынок растягивается, это как мышца, да? Когда вы тянете мышцу, вы же не можете тянуть ее всегда, да? До какого-то момента вы ее тянете, и потом уже чувствуете даже боль, напряжение чрезмерное. Вот здесь тянется, рынок тянется, ему нужно отпустить, расслабить. И вот это называется снять напряжение, коррекция. Поэтому, когда вы видите тренд пошел, то вы уже должны предположить, что скоро начнется пауза, коррекция. Потому что такие тренды, любые, они не идут строго все время вертикально. Они идут вот так. С мелкими, либо с более глубокими. С мелкими или с более глубокими паузами, или ступенчатыми паузами.